Привет, любители темных душ и прочих мрачных развлечений. Сегодня мы погрузимся в Dark Souls, игру, где главное не победа, а участие в собственных похоронах. Сюжет Dark Souls... Я отношусь к тем людям, кто лор изучает на ютубе. И к тому же у нас есть как минимум 3 кита, которые периодически нас радуют контентом. Да и будем честны, большинство из нас играют эту серию из-за подобных ощущений. Начинаем мы свое приключение в уютной камере. Нас освобождает рыцарь, Марио! который, видимо, перепутал нас с принцессой из другого замка. Ну, или как-то так. Ты чё, ебаный? Что ты там делаешь? Вскоре мы его встречаем, и он дарит нам эстус. Огненный напиток, от которого становится так хорошо, что даже смерть кажется не такой страшной. Вообще, просто шикарно. И так вкуснятина такая, что... Посмотрите на этого рыцаря. Несет какую-то чушь о пророчестве. Похоже, слишком увлекся дегустацией собственного подарка. Ну все, теперь Он спит. пусть отдыхает, а мы пока пойдем познакомимся с местным боссом. Спойлер, он не очень дружелюбный. Сразу скажу, что этим футажам 2 года, и с другого моего канала, где я стримлю. Просто решила сделать нарезку, и тогда это была проба пера в жанре Souls. Короче, была новичком. Про сам бой сказать особо нечего. Совершив прыжок веры, я позорно победила, наполучав по тыкве. Но с первого трая. Дальше в ролике, чтобы каждый раз не говорить, с какой попытки победила, я буду выводить на экране цифру. Ну, тип такой. Дальше нас похищает огромный ворон. Видимо, решил, что мы вкусный обед, но потом передумал, почуяв, что обед-то давно протух. Говно я брезгую. И просто подбросил до следующей локации. Спасибо, пернатый таксист. Dark Souls — это как шведский стол для мазохистов. Контента много и на любой вкус. Хочешь быть магом? Пожалуйста. Предпочитаешь махать мечом размером с небоскреб? Вперед. Фромы отточили эту фишку в Elden Ring. Ну и ты можешь идти по любому маршруту. И тебя игра никак не ограничивает. Но, как говорится, Петенька, есть нюансы. Помните кладбище со скелетами? Это как вечеринка у некроманта. Гости никогда не разойдутся. Есть 2 варианта. Победить их святым оружием, либо найти диджея, который их оживляет. Логика подсказывает идти туда, так как босс этой локации сложен только на этом этапе игры. Потом он превращается в мальчика для битья. К тому же, после победы над ним, нам будет доступен обряд возжжения, который позволит носить до 20 фляжек с эстусом. Но, друзья мои, логика в играх Миядзаки может сломать тебе зубы. Эта локация устроит вам такой карнавал, что вы захотите вернуться в уютную стартовую камеру. Поэтому я, как истинный стратег, схватила огромный меч Свайхандер и убежала в огромный город нежити. Пусть я пусечка, но я живая пусечка. Ну, почти живая. Ой, ну атмосфера в первой DS — это пушка. Чтобы не затягивать, давайте ко второму боссу. Встречайте звезду нашего шоу, демона Тельца. Этот упитанный джентльмен любит неожиданные появления. Думаете, спрыгнуть на него с башни — хорошая идея? В общем-то, да, если долго не тупить. Ведь он может устроить вам неожиданный сюрприз. Запрыгнув к вам и разбить вам лицо. После небольшого фейспалма я победила его, изображая ассасина. Потом я решила навестить Хавала, применив тактику голые и смешные. Но, видимо, мой столетний стриптиз и мой изюм его не впечатлил. Может, ему больше по вкусу чернослив? Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется. К тому же мое оружие не наносило урона от слова совсем. Ну нахер. Итак, продолжаем наше эпическое путешествие по миру, где каждый моб мечтает тебя убить. И тут снова появляется наша старая подруга Виверна. Жарить это мое. Все же знают про меч из хвоста Виверны, верно? Вот и я решила быть умной и закупилась луком и стрелами. Спойлер, я не была умной. Оказывается, чтобы стрелять из лука, нужно не только иметь руки, но и подходящие статы. Кто бы мог подумать, да? Так что я отправилась к боссу Гаргульям с оружием, которое больше напоминало зубочистку. К тому же просрав души на ненужное барахло. Спойлер номер 2. Это была плохая идея. Они отправляли меня к костру раз за разом.
И я чувствовала себя как на поединке с Панасенковым. Они меня и переиграли, и уничтожили. Но знаете что? Просмотр своего стрима 2-летней давности — это же как встреча с собой из прошлого. Только вместо «Ого, как я изменилась!» получается «Боже мой, как же я тупила!» Играть в тяжелой броне с щитом — это не мое. Мне проще быть легкачом с перекатами. И тут наглядно видно, как я впитываю весь урон. В конце концов, я подняла статы до Цвайхандера. Благо в инвентаре были осколки душ. Ура! Теперь я могу махать огромным мечом. И поверьте на слово, размер этой пушки имеет значение. Жизнь сразу стала лучше, а босс мертвее. Позвонила в первый колокол. А потом потратила все души не на то кольцо. Нет, грехов у меня нет. А вот предмет у тебя есть очень классный. Камень очищения у тебя дорогой. Косточка возвращения я и так найду. А вот кольцо сопротивления к очищению у тебя очень классное. Господи, я же не то купила. К ядам я хотела. К ядам. Если вы ждете объяснений, то... давайте просто скажем, что у меня был челлендж. Как просрать побольше душ за минимальное количество времени. Возвращаемся в Храм Огня, где нас ждет ворона-таксист. Перелет был комфортным, лучшие авиалинии в темных душах. И вот мы снова встречаемся с боссом, который, видимо, родственник первого из этой локации. Может, брат-близнец или клон? В любом случае, у этого парня отличное чувство юмора. Он любит встречать гостей ударом в лицо. С третьей попытки я его победила, и битва была поистине эпической. 8 минут я любовалась его прекрасным задом. Не то чтобы я жаловалась, но, может, в следующий раз можно будет подраться лицом к лицу? Помните про мой челлендж, как просрать побольше душ? Ну так вот, он продолжается. Я вкачала 5 уровней в ученость. Знаете, теперь я могу с уверенностью заявить, что я и сама своего рода ученый. По просиранию душ. Думала вкачать выносливости, но мои мысли были явно быстрее меня. Подожди, ты серьезно? Я ученость подняла? Но эй, это даже пошло на пользу. Подобных фейлов больше не было, а значит, ученость пошла на пользу. Забрала ключ за черным рыцарем в нарисованный мир Ариамис. Кстати, чтобы он появился, нужно позвонить хотя бы в 1 колокол. Недалеко подбираем ржавое кольцо, позволяющее бежать по воде. Заглядываем на чаек Хавалу. В этот раз все проходит успешно. Делаем перекат за спину и репостим его. Потом побежала к любимому всеми, в кавычках, боссу Капри. Это фекалоид. Что? Дерьмодемон! Главное — убить собак. Как только их не станет, босс станет легчайшим. Можно даже бить его в падение, что упрощает бой. В будущем этот босс вообще станет очереднярой и превратится в обычного моба на локации. После победы получаем ключ от глубин. Идем туда, не забываем забрать уголь для кузнеца и паучий щит. Тут обитают василиски или просто васьки, которые могут обратить вас в камень или проклясть. Этакая цыганская версия медузы Горгоны. Короче, поверьте, вы этого не хотите, ведь проклятие откусит часть полоски вашего здоровья, которая снимается камнем очищения. Босс локации — разверстый дракон. Поединок! 1 на 1, по правилам и не жульничать. Коротышка? Да, ты с разинутым ртом, мужичок с ноготок. Выходи. Да. Я таких обманщиков прям презирал всегда. Уйди, поединок отменяется. Этот парень — настоящий локомотив с предсказуемыми паттернами атак. Мчится на вас, как поезд Москва-Владивосток. Но увернуться не составит труда. Главное — отрубить ему хвост по самое не балуйся. Эпичности не занимать. Красивый бой. После победы получаю ключ от чумного города и иду туда. После радушного приема понимаю, что мне тут не рады. Забываю про чумной город. Видимо, они не слышали о гостеприимстве. Отдаем уголь кузнецу и
бежим в сад темных корней, включаем режим дровосека и уничтожаем энтов. Где-то в мире плачет одна Грета Тунберг. Лунная бабочка наносит магический урон и бесит тем, что может долго не садиться. Прямо как чертов комар в 3 часа ночи. В остальном изи. В башне забираем ключ от подвала сторожевой башни и небесный уголь. Спускаемся вниз к озеру, где обитает гидра и плюется водой. Не забываем надеть ржавое кольцо для бега по воде. Я умирала на нем несколько раз, и знаете как? В ремастере добавили отражение на воде, и теперь не видно края обрыва. Я несколько раз туда проваливалась. Видимо, разработчики такие решили, что нам мало способов умереть в этой игре. Спасибо, блин, что думаете о игроках. Гидру нужно победить, потому что тут недалеко будет проход в DLC. Отдаем небесный уголь кузнецу и покупаем ключ за 20 тысяч душ. Дверь, которая открывает этот ключ, находится в этом же саду, недалеко от костра. В лесу на нас будут охотиться охотники из Ковенанта охотников, простите за тавтологию. За победу над ними дают много душ, и покупка ключа частично окупается. Особенно если фармить. Но я на стримах не фармлю, так как это скучно смотреть, а вам ничто не мешает это сделать. Добегаем до Альвины, главы Ковенанта, и вступаем туда. После этого охотники перестанут вас атаковать. Видимо, у них профсоюз. По пути подбираем сет каменной брони. Босс Сив, великий волк. Чё, волчара? Ты чё, натура? Ну нахер. Шабаман. Байден. Самый мимимишный и красивый босс в первом Dark Souls. Очень приятная с ним драка, но я победила с 7-й попытки. Видимо, моя любовь к Хаски мешала мне его бить. Поначалу пыталась сражаться в броне, и это было в корне неверно, так как босс очень мобильный. Плюс у Сифа таргет находится посередине тела, из-за чего происходит следующее. Ты бежишь к боссу, к задним лапам, это его самое уязвимое место. И как только ты пробегаешь за таргет в середине его тела, игра тебя разворачивает, и ты бежишь обратно к его голове. И получаешь... А легендарная камера Миядзаки порой показывает только волчью задницу. Нужно снять тяжелую броню и отключить проклятый автотаргет. Прости меня, храбрый волк, ведь удары в спину наносят те, кто за спиной, а не те, кто спереди. Ауф! Безумно можно быть первым. Тут в лесу забираем зачарованный уголь, который стерегут грибы. И поверьте на слово, вы не хотите встретить в лесу подобный гриб. Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы! Далее пробираемся через сородичи Альвины, спускаемся у водопада вниз по лестнице, туда, где мы недавно победили Гидру. Тут нужно сразить золотого голема. Тем самым мы спасаем Зарю Алачили. В будущем ее можно будет обнаружить на месте той самой Гидры. Возвращаемся в храм огня и идем в долину драконов, используя отмычку. Заходим в пещеру и начинаем веселый спуск в чумной город. Добро пожаловать в Диснейленд для мазохистов. Простите за ассоциации, но как есть. Тут вообще много вкусного. Мобы, которые стреляют отравленными дротиками, псы, которые сами по себе мерзкие во всех играх Миядзаки, так тут еще и дышит огнем. Подбираем душу хранительницы огня для прокачки Эстуса. Спускаемся на лопастях и тут же активируем костер. Локации, в которой практически все вас травит. Вода и большинство мобов. И как раз тут и пригодилось бы кольцо от отравления. А вот кольцо сопротивления к кровотечению у тебя очень классное. Господи, я же не покупила. К ядам я хотела. К ядам. Босс Квилек, ведьма хаоса. Мы хотим больше сисек, мы хотим больше... Что самое главное в женщине? Душа. А как же сиськи? Сиськи это хорошо, но главное это душа.
Босс просто бомба. Секс бомба. Первый Dark Souls. Сам босс не представляет опасности, если одеть сет каменной брони и кольцо с резистом от огня. Звоним во второй колокол, и тут за иллюзией находится костер. Говорим с мобом и отвечаем ему «да». На этом костре доступно 10 эстусов. А я напоминаю, что я еще не получила обряд вожжения, и я бегаю с 5 банками. Так что это как all-inclusive курорт. Спускаемся вниз и идем к туманным воротам. А ты нас не сожрешь? После того, как забираем с алтаря сет брони, босс неутолимый воин начнет нас атаковать. Блять, я тебя захуярю. Тут все просто. Бежим обратно до туманных ворот, босс застрянет и станет беспомощным. Вы скажете: фу, это ж нечестно. У меня ответ простой. Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу. Сижу, лежу. Возвращаемся в болото, подбираем большой осколок титанита и поднимаемся по стволу дерева. Чувствую себя Джеком из сказки про бобовый стебель. Только вместо великана наверху меня ждет куча неприятностей. Попадаем в локацию полость. Я сюда пришла за ящерками. Их тут огромное количество. Из них выпадает титанит, который нужен для прокачки оружия и брони. Готовьтесь к тому, что вам придется многократно рестартить игру, так как если не успеть, то ящерки пропадут. Короче, добро пожаловать в день сурка с ящерками и прыжками. Вам тут придется много прыгать, а прыжки в ДС — это вкуснятина. Кушайте, да не обляпайтесь. Ко всему этому прибавьте сюда еще васьков, которые меня успешно таки прокляли. Самое главное, нужно спрыгнуть в полость и забрать кольцо Кларанти для восстановления выносливости. В моем билде одно из лучших колец. Возвращаемся в храм огня и по пути покупаем у торговца камень очищения, чтобы снять проклятие. Обнаруживаем потухший костер и идем к кузнецу, чтобы заточить Свайхандер на плюс 10. Ради этого я и ходила в полость за ящерками. Теперь нам доступна новая локация — крепость Сена, которая полна ловушек, будто попадаешь в фильм «Индиана Джонс». Snakes. Why did it have to be snakes? Здороваемся с Сигмайером. По пути к боссу можно встретить первого мимика. Так сказать, сюрприз в коробке. Босс — стальной голем. Тактика с ним проста. Нужно держаться позади него и бить по ногам. Но у меня так и не получилось его уронить. Вместо этого он стоял как алкаш под утро пьянки. Отсюда нас перенесут в Анерлонда. Я решила идти в нарисованный мир Ариамис, потому что обычных проблем нам было мало. Давайте теперь еще и в картину влезем. За мостом обнаруживаем запертые ворота, оббегаем вокруг и активируем шорткат, который охраняют 300 спартанцев. Это Спарта! Заявляю, это самый худший враг в игре. Даже хуже, чем собаки. Может вас застанет и снять всю полоску жизни. Это не враг, а чертово колесо. Тут можно сразиться с королем Еремеем, или как его там, и Еремием. Вот как-то так. Для этого нужно прийти на это место в человеческом облике. За победу над ним начислят 30 душ. Обнаруживаем полого дракона, у него есть мертвая зона, арбузим и отправляем его окончательно в мир иной. Разбираемся с охраной босса и, наконец, доходим до Присциллы. Оказывается, она вообще может не выходить из инвиза. Видишь? Присциллу? Нет, я не вижу. А, она. Есть. Пришлось вычислять ее по следам на снегу. Я смотрела невидимку, так что этот трюк со мной не прокатит. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Про это место просто без комментариев. Камон, ребят. Анал Родео. Кто играл, тот знает, сколько жоп поджег здешний лучник. Помянем жопы геймеров. Алюминь. С третьей попытки прохожу Амаху Бич. У костра встречаем Соллера, так восславим же солнце. В комнате с камином проходим через иллюзию и забираем сет Хавала. Раз. Не, ну нормально, да? То есть ты через стены бить можешь, а мне что, нельзя? Что за дискриминация, я тебя спрашиваю? Вот так. Так-то лучше. Вы чувствуете, как дрожит око? Вы чувствуете, как дрожит черное око? Очко у нас! Играет! Играет и выигрывает!
Переносимся в мир убийц Хранительницы Огня. За победу получаем душу Хранительницы и кольцо защиты. С этим кольцом я пробегу всю оставшуюся игру. Оно увеличивает здоровье, стойкость и загруженность. Но если снять его, оно безвозвратно сломается. Но я-то и не собираюсь его снимать. По-хорошему, душу Хранительницы Огня нужно вернуть в Храм Огня и оживить Хранительницу. Но я решила ее потратить на улучшение Эстуса. Все во благо пророчества. А вы как думали? Я не злодей, я просто прагматик. Босс Арнштейн и Смоук. Big Smoke. Oh shit. Here we go again. Или, как я их называю, тонкий и толстый. Эта парочка — настоящая визитная карточка первого Dark Souls. Они как плохой коп и еще более плохой коп. Занимает топы лучших боссов в видеоиграх. И это все заслуженно. Тут чувствуется баланс парного босса, когда в бою ты чувствуешь, что с ним на равных. И все честно. А не когда игра тебя душит сложностью ради сложности. Мне нравится побеждать сначала толстого, а тонкого оставлять на десерт. Нужно держаться вплотную с Арнштейном у его ног, прямо как на неловком школьном танце, и следить за его АОЕ-атакой. Далее идем к принцессе в башне. У нее такая красивая душа в районе груди, и то, что их две — чистое совпадение. Две такие большие души. Красота-то какая. Лепота. Мы словно Купидон пронзаем стрелой ее душу. Романтика, да и только. Город засыпает, просыпается мафия. В нашем случае брат той барышни с большими... Ну вы поняли. Брата зовут Гвиндолин, и он живое воплощение тентаклей фетишистов. Тактика — быстрые ноги. Нужно бегать из стороны в сторону, доджа его магические атаки, а подбежав к боссу, наносить в идеале пару ударов. Как говорится, быстрые ноги и не боятся. С этого момента я сокращу пересказ, дабы не растягивать хронометраж ролика. А теперь идем в склеп. Помните, я говорила о мобах, которые постоянно возрождаются? Так вот, это здесь. Прямо как счета по кварплате. Ты их гасишь, а они все приходят и приходят. Босс Вихрь на этом этапе мальчик для битья. После победы над ним дадут обряд вожжения. И теперь можно носить до 20 фляжек с Эстусом. Алкоголикам и не снилось. Просто шикарно. На пути 4 королей нужно периодически насылать на себя проклятие, иначе вы не сможете наносить урон призракам. Арена босса — это бездна. Мы буквально опустились на самое дно. Перед боем с боссом вам нужно надеть кольцо Арториса, которое позволяет путешествовать по бездне. Данное кольцо мы получаем после битвы с Волком Сифом. Как можно было догадаться, по названию босса 4 короля, босс не один и даже не 2. Поэтому я избрала тактику «разделяй и властвуй». Благо, они появляются не одновременно, и до появления следующего есть время уничтожить предыдущего, что я и делала. После победы над 4 королями появляется змей Каас. Он начинает агитировать за наступление тьмы. Второй змей в Храме Огня за перерождение Великого Пламени. Я решила, что они мной манипулируют, и со словами Ты втираешь мне какую-то дичь. просто спрыгнула к Великой Чаше. Теперь мы можем телепортироваться к любому костру, прямо как в сказке. Только вместо ковра-самолета у нас костер-телепорт. Инквизиторы аплодируют стоя. Телепортируемся в Анерлонда. Наша новая задача — собрать великие души. Одна принадлежит Нагому Ситу. Да, завтра мы все умрем, так Гриф сказал. Не этот Сит. По скрипту мы сначала погибаем, а при второй встрече Нужно разбить нос. и иглу, на конце которой находится его смерть. Благо, яйцо, утку и зайца мы скипнули. Он вам не Кощей Бессмертный. Теперь, после того, как он лишился бессмертия, нужно Разбить нос. заходить за спину, и он не сможет ничего с нами сделать. Идем туда, где мы победили Золотого Голема и спасли Зарю Алачили. Там находится портал в DLC. Ключ от DLC находится на локации по пути к Нагому Ситу. Побеждаем Синего Голема, и с него выпадет сломанная подвеска. Это и есть ключ. Переходим в DLC, где первый босс — Страж Святилища. Со щитом Хавала он не босс.
Следующий рыцарь Арториус, занимающий топы самых сложных боссов. У него несколько стадий и колоссальный урон. Практически ваншотит в тяжелом сете брони. Чат советовал сбивать вторую стадию, но я, как истинный герой, совет проигнорировала. А если серьезно, то я просто не разобралась, как это делать, но вы имейте в виду. Босс — черный дракон Каламит. Как и при первой встрече с Нагим Ситом, ты погибаешь по скрипту. После этого идем жаловаться драконоборцу Гоху. На это летающее недоразумение. Результат не заставил себя ждать. Дракон был успешно подбит. Я отыграла танком, взяла щит Хавала, отключила треклятый автотаргет и держалась сбоку от босса. Главное — оставаться сбоку. Тогда большинство его атак просто вас не заденут. И последний босс DLC — Манус, Отец Бездны. Для комфортного боя с ним нужно найти амулет. Босс похож на гориллу, только злее, по крайней мере напоминает своими мувсетами атак. Удалось его затанчить с первого раза, на этом завершилось дополнение. Я также сразила 2 стражей на месте первого босса DLC, но у них не было полоски здоровья, они были обычными мобами. В конце отдала душу Арториуса, пусть будет хэппи-энд в этой истории. Нита, повелитель мертвых, оказался не таким уж страшным. Главная проблема — его скелеты-миньоны, которые мешаются под ногами тем, что будут постоянно возрождаться. Когда я поняла, что не нужно бежать вглубь арены, так как вставали все его марионетки и просто спамили меня атакой, все стало проще. Я побежала левее, недалеко от входа в арену, чтобы босс сам подошел ко мне. Тогда проснулись лишь мелкие скелеты. Нита к тому же сам шотал своих же скелетов. Как говорится, сам породил, сам и погубил. Мудрый демон огня. Этот вид боссов встречается 3-й раз. И это уже как встреча со старым другом. Шо? Опять? Огненная версия демона прибежища, тут и добавить нечего. Недалеко от него босс демон Станок. С ним произошла забавная ситуация. Он у меня дважды проваливался под текстуры. А если что-то нажимать, типа он быстрее выклинит тебя, нет? Ребят, это уже дважды произошло. Я не специально. Да блин, как такое может быть 2 раза подряд? Что? Dark Souls, ты меня удивляешь. Видимо, решил со мной поиграть в прятки. После победы над ним дадут кольцо, позволяющее бежать по лаве. Теперь можно устроить барбекю прямо на ходу. Босс — Ложа Хаоса. Нужно поразить 3 точки, первые 2 находятся по бокам арены. И после уничтожения первой, арена начнет разрушаться, а босс атаковать своими ветками. После же уничтожения второй точки, босс воспламенится. 3-я точка, сама ведьма Изолита, находится в центре дерева. Проход к ней обрушен, и нужно туда перепрыгнуть. Благо, если вы погибнете, прогресс сохранится, и не нужно начинать с самого начала. Разрабы жалились над игроками и не стали истязать платформингом, за что им огромное спасибо. И, наконец, сам виновник торжества — Гвин, повелитель пепла. Я просто добавлю сам бой без комментариев. Так сказать, схитрю под конец ролика. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Алиса, ваш сегодняшний проводник в мире Dark Souls.